Эти кабачки вкуснее мяса. Простой рецепт с кабачками, друзья. Я готовлю его постоянно, почти каждый день. И никто не верит, что я готовлю кабачки так легко, просто и так вкусно. Для этого рецепта мне понадобится 2 кабачка. У кабачков отрезаю кончики и нарезаю вот такими широкими пластинами, широкими ломтиками. Друзья, обязательно приготовьте этот невероятно вкусный рецепт кабачков на каждый день. И поделитесь, пожалуйста, этим рецептом с вашими друзьями. Мне будет очень приятно. Нарезанные кабачки раскладываем в один слой. Теперь кабачки нужно посолить. Мы их солим для того, чтобы они пустили сок и стали немного помягче. А также можно их поперчить черным перцем и добавить какие-то приправы на ваш вкус. Но я буду добавлять остальные приправы к яйцам, в кляр для кабачков, поэтому здесь обойдемся только солью и перцем. Хорошенько втираю соль и перец в ломтики кабачков. Вот так, просто руками втираем. Все делается очень быстро, просто и легко. Теперь складываем кабачки в стопочку и отправляем минут на 10, чтобы они постояли и пустили сок. Тем временем ставлю разогреваться сковороду с растительным маслом и нарезаю полукольцами 1 репчатую луковицу. Масло разогрелось, отправляю лук в горячее масло и обжариваю буквально 2-3 минутки, чтобы лук немножечко потомился и стал более мягким. Я хочу приготовить очень вкусное и простое лечо для наших кабачков, поэтому беру перцы разного цвета и нарезаю вот такими вот полукольцами. Отправляю нарезанный перец к луку и обжариваю еще 2-3 минутки. Также нарезаю 2 мясистых помидора. Сейчас самый сезон, помидоры просто вкуснейшие, пальчики оближешь, очень сочные. Нарезаем помидоры произвольно и отправляем томаты к нашим овощам. Приправляем щепоткой соли и немного черного молотого перца тоже не помешает для более яркого пикантного вкуса. А также зубчик чеснока сделает наше лечо необыкновенно вкусным. Такое лечо из болгарского перца с помидорами я готовлю все лето. Натираем чеснок на мелкой терке или пропускаем через чесноковыжималку, через чесночный пресс. Конечно, немного зелени точно не помешает. Зеленью может быть петрушка, укроп или базилик. А также кинза, если кто-то любит. Знаю, что кинзу любят не все, кому-то она пахнет клопами. В общем, зелень может быть абсолютно любой, так что выбирайте на ваш вкус. Нарубленную петрушку я отправляю к лечо. Можно уже выключать, оно полностью готово. Снимаем с огня. Лечо получилось очень вкусное, пикантное. Будем подавать его в качестве закуски к кабачкам. В миску разбиваю яйца. Я беру 3-5 яиц на 2 кабачка. Хорошенько перемешиваем яйца при помощи вилочки или венчика до однородности. Добавляю специи, у меня итальянские травы и немного сладкой паприки, а также немного соли по вкусу и, конечно, черный перец. Все специи добавляем по вкусу, как вы любите. Еще раз хорошенько перемешиваем, чтобы специи объединились с яйцами. Беру кусочек сыра, грамм 50-70, и натираю на мелкой терке. Сырный кляр – это что-то необыкновенно вкусное. Сыр придает нежность, делает хрустящую, золотистую, румяную, аппетитную корочку. В общем, обязательно добавьте сыр в кляр, попробуйте сами и напишите в комментариях, как вам понравился этот рецепт. Добавляю сыр к яйцам и еще раз хорошенько перемешиваю, также при помощи венчика или вилочки. Все размешиваю до однородности и кляр готов.
Уже можно ставить разогреваться сковородку с растительным маслом. Сейчас будем с вами жарить кабачки. Кабачки постояли, пустили сок, а я сразу же приготовлю панировку. Отправляю в миску муку, панировочные сухари и смешиваю муку с панировочными сухарями. Теперь беру ломтик кабачка и хорошенько с двух сторон вот так вот обваливаем кабачок в нашей панировке. Панировка отлично прилипает к ломтику кабачка, а лишнюю панировку немного стряхиваем. Выкладываем ломтики кабачков на тарелку и обваливаем в муке с сухарями оставшиеся кабачки. Друзья, если вы большой любитель блюд из кабачков, обязательно попробуйте приготовить из них такое вкусное блюдо. Сыр делает вкус кабачков более ярким. Жареные кабачки получаются сочными, нежными внутри и имеют румяную воздушную корочку снаружи. Это очень-очень вкусно. Мы запанировали все кабачки, выкладываем их на тарелку, заливаем сырным кляром и отправляем кабачки на горячую сковородку в разогретое масло. Обжариваем кабачки достаточно быстро, буквально по 2 минуты с каждой стороны. Кабачки жарятся очень быстро, огонь делаем средний или чуть выше среднего, чтобы быстро образовалась румяная корочка, а сами кабачки прожариваются внутри очень-очень быстро. Поэтому на приготовление этого вкусного блюда у вас уйдет совсем немного времени. Когда кабачки обжарятся, аккуратно переворачиваем, можно при помощи вилочки или при помощи лопаточки, и зажариваем до красивой золотистой румяной корочки с другой стороны. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поделиться этим рецептом с вашими друзьями, а также я буду рада, если вы напишите мне любой комментарий. И если хотите, напишите, пожалуйста, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. Все готово, друзья. Жареные кабачки выкладываем на тарелку. Можно предварительно обсушить их на бумажном полотенце от излишков растительного масла. И посмотрите, вот такая вкуснятина получается. Это очень-очень вкусно. Поверьте мне, а лучше проверьте и приготовьте сами. И напишите ваши отзывы, я буду очень их ждать. Подаем кабачки с нашим вкуснейшим лечо. Посмотрите, вот такой аппетитный кусочек. И не забываем подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Желаю вам приятного аппетита!